Используя древние деревья, мы могли измерить и датировать скачок уровня радиоуглерода в атмосфере, вызванный коллапсом магнитного поля Земли. Всем привет! С вами Финемор. Временное нарушение магнитного поля Земли 42 тысячи лет назад вызвало серьезные климатические изменения, которые привели к глобальному изменению окружающей среды и массовым вымираниям, показывает новое международное исследование, проведенное совместно с ЮНСВ в Сиднее и Южно-Австралийским музеем. Этот драматический поворотный момент в истории Земли с примесью электрических бурь, широко распространенных полярных сияний и космической радиации был вызван изменением магнитных полюсов Земли и изменением солнечных ветров. Исследователи назвали этот опасный период переходным геомагнитным событием Адамса, или для краткости событием Адамса. Дань уважению писателю-фантасту Дугласу Адамсу, который написал «Автостопом по галактике», что число 42 было ответом на жизнь, Вселенная и все такое. Результаты опубликованы сегодня в Science. Крис Терни, профессор ЮНСВ Science и соавтор исследования, сказал: «Впервые в истории мы смогли точно датировать время и воздействие на окружающую среду последнего переключателя магнитных полюсов. Находки стали возможными благодаря древним новозеландским деревьям каори, которые хранились в отложениях более 40 тысяч лет. Используя древние деревья, мы смогли измерить и датировать скачок уровня радиоуглерода в атмосфере, вызванный коллапсом магнитного поля Земли». Хотя ученые уже знали, что магнитные полюса временно перевернулись около 41-42 тысяч лет назад, известная как экскурсия Ла-Шампа. Они не знали точно, как это повлияло на жизнь на Земле, если вообще повлияло. Используя бревно древнего дерева каори из Нгавы, Новая Зеландия, ученые датировали время и воздействие на окружающую среду последнего переключателя магнитных полюсов. Но исследователи смогли создать подробную шкалу времени того, как атмосфера Земли изменилась за это время, проанализировав кольца на древних деревьях каори. Соведущий профессор Алан Купер, почетный исследователь Южно-Австралийского музея, сказал: «Деревья каори похожи на розетский камень. Помогает нам связать воедино записи об изменениях окружающей среды в пещерах, ледяных кернах и торфяных болотах по всему миру». Исследователи сравнили недавно созданную шкалу времени с записями участников по всему Тихому океану и использовали ее в моделировании глобального климата, обнаружив, что рост ледяных щитов и ледников над Северной Америкой и большие сдвиги в основных ветровых поясах и системах тропических штормов можно проследить в прошлом. Одна из их первых подсказок заключалась в том, что мегафауна на материковой части Австралии и Тасмании пережила одновременное вымирание 42 тысячи лет назад. Профессор Купер сказал: «Это никогда не казалось правильным, потому что это произошло намного позже прибытия аборигенов. Но примерно в то же время австралийская среда перешла в нынешнее засушливое состояние. В документе предполагается, что событие Адамса могло объяснить множество других эволюционных загадок, таких как исчезновение неандертальцев и внезапное широкое распространение изобразительного искусства в пещерах по всему миру. Это самое удивительное и важное открытие, в котором я когда-либо участвовал». Северный магнитный полюс, то есть направление, на которое указывает стрелка компаса, не имеет фиксированного положения. Обычно он колеблется около Северного полюса, самая северная точка земной оси, с течением времени из-за динамических движений в ядре Земли, как и Южный магнитный полюс. Иногда, по неясным причинам, движения магнитных полюсов могут быть более резкими. Около 41-42 тысяч лет назад они полностью поменялись местами. Профессор Терни сказал: «Экскурсия Ла-Шампа была последней, когда магнитные полюса перевернулись. Они менялись местами около 800 лет, прежде чем передумали и снова поменялись местами».
До сих пор научные исследования были сосредоточены на изменениях, которые произошли, когда магнитные полюса менялись местами, когда магнитное поле было ослаблено примерно до 28% от его современной силы. От полярных сияний до молний небо могло бы стать настоящим шоу во время событий Адамса. Но согласно выводам команды, наиболее драматичной была подготовка к развороту, когда полюса мигрировали по Земле. Профессор Терни сказал, магнитное поле Земли упало до 6% во время события Адамса. По сути, у нас вообще не было магнитного поля. Наш экран от космического излучения полностью исчез. Во время пробоя магнитного поля Солнце испытало несколько больших солнечных минимумов, длительных периодов спокойной солнечной активности. Несмотря на то, что ГСМ означает меньшую активность на поверхности Солнца, ослабление его магнитного поля может означать, что больше космической погоды, как солнечные вспышки и галактические космические лучи, может повлиять на Землю. Нефильтрованное излучение из космоса разрывает частицы воздуха в атмосфере Земли, отделяя электроны и испуская свет. Процесс, называемый ионизацией. Ионизированный воздух поджарил озоновый слой, вызвав волну изменения климата по всему миру. Во время события Адамс в небе часто бывали ослепительные световые шоу. Аврора Борелис и Аврора Австралис, также известны как северное и южное сияние, вызваны солнечными ветрами, поражающими атмосферу Земли. Обычно эти красочные достопримечательности были ограничены полярными северными и южными частями земного шара во время нарушения магнитного поля Земли. Ранее люди по всему миру видели удивительные полярные сияния, мерцающие вуали и простыни по небу. Ионизированный воздух, который является отличным проводником электричества, также увеличил бы частоту электрических бурь. Это должно было казаться концом дней, говорит профессор Купер. Исследователи предполагают, что драматические изменения окружающей среды, возможно, заставили первых людей искать дополнительные убежища. Этим можно объяснить внезапное появление наскальных рисунков по всему миру. Мы думаем, что резкое повышение уровня УФ-излучения, особенно во время солнечных вспышек, внезапно сделало бы пещеры очень ценным убежищем. Распространенный в пещерном искусстве мотив отпечатков ладоней красной охры может указывать на то, что он использовался в качестве солнцезащитного крема, метод, который все еще используется некоторыми группами. Удивительные образы, созданные в пещерах за это время, были сохранены, в то время как другое искусство на открытых пространствах с тех пор разрушилось, создав впечатление, что искусство внезапно зародилось 42 тысячи лет назад. Эти находки были сделаны через 2 года после того, как в Нгаве, Нортленде, Новая Земля, было обнаружено особо важное древнее дерево каори. Массивное дерево с размахом ствола более 2,5 метров было живым во время Ла-Шампа. Доктор Джонатан Палмер из ЮНСФ, специалист по датировке годичных колец, дендрохронология, изучавший поперечные сечения деревьев в программе UNSF Science Controls, сказал, как и другие захороненные бревна каори, древесина дерева Нгава сохранилась настолько хорошо, что кора все еще прикреплена. Используя радиоуглеродное датирование, метод датировки древних реликвий или событий, команда отследила изменения в уровнях радиоуглерода во время переворота магнитных полюсов. Эти данные были нанесены на карту вместе с годичными кольцами роста деревьев, которые служат точной, естественной меткой времени. Новая шкала времени помогла раскрыть картину этого драматического периода в истории Земли. Команда смогла реконструировать цепочку экологических явлений и исчезновений, используя моделирование климата. Чем больше мы смотрели на данные, тем больше все указывало на 42. Это было жутко. В конце концов, Дуглас Адамс явно что-то понимал. Хотя магнитные полюса часто блуждают, некоторых ученых беспокоит текущее быстрое движение северного магнитного полюса через северное полушарие. Купер сказал, эта скорость, наряду с ослаблением магнитного поля Земли,
примерно на 9% за последние 170 лет, может указывать на грядущий разворот. Если бы подобное событие произошло сегодня, последствия для современного общества были бы огромными. Поступающее космическое излучение разрушило бы наши электрические сети и спутниковые сети. Профессор Терни говорит, что климатический кризис, вызванный деятельностью человека, достаточно катастрофичен, не говоря уже о серьезных солнечных изменениях или изменениях полярности полюсов, и делает вывод. Наша атмосфера уже заполнена углеродом на уровне, некогда ранее невиданным человечеством. Переворот магнитного полюса или резкое изменение активности Солнца будет беспрецедентным ускорителем изменения климата. Нам срочно нужно сократить выбросы углерода, прежде чем такое случайное событие повторится снова. Согласно китайской мифологии, души умерших должны отправиться в подземный мир, чтобы встретиться с королем подземного мира, который выносит приговор за деяния, которые они совершили при жизни. Суд определит судьбу умершего, вознесенного на небеса, возрождение снова человеком, превращение в животное после возрождения или заключение в пытки в аду на 18 уровней ниже подземного мира. Есть исключения из правил. Из этого процесса исключаются два типа людей. Первый тип людей – это те, чьи духовные высоты достигли совершенства. Они попадут прямо на небеса. Второй тип людей – это те, кто совершил зло в полной мере. Их отправят прямо в 18-й слой ада. Таинственный путь, расположенный на горе Ваву в городе Мэйшань в провинции Сучань, получил название «Путь в подземный мир» или «Путь к смерти», поскольку те, кто ступил на него, никогда не вернутся, и никто не знает судьбы пропавших без вести. На горе Ваву находятся самые большие джунгли в Китае площадью 145 тысяч акров. Это также природный геологический парк, покрытый пышным лесом, редкими растениями и населенный тысячами ценных видов диких животных. Люди приходили сюда за редкими травами, но многие исчезли. В результате люди держатся подальше от этого пути, а местное правительство запретило вход посетителям. Легенда гласит, что этот путь был построен даосским мастером Джан Дуолином, который применил принцип 5 элементов и 8 триграмм в его планировке и построении, чтобы предотвратить беспокойство со стороны людей. Другие говорили, что люди теряют ориентацию после входа в это место. Современные научные приборы полностью выходят из строя. Например, компасы качаются влево и вправо, и GPS тоже не работает. Туман покрывает эти джунгли круглый год, густые деревья блокируют солнечный свет, а пересеченная местность мешает людям определять направление, в котором они движутся, что мешает исследователям и исследованиям. Некоторые люди считают, что эти странные явления вызваны миазмами токсичного газа, вредного для человеческого организма при вдыхании. Однако это утверждение было вскоре отвергнуто учеными, поскольку анализ пробы воздуха не обнаружил токсинов в этом районе. Другие подозревают, что хаотическое магнитное поле в этой области каким-то образом вызывает галлюцинации и замешательства. Эксперты, изучавшие географию этой области, обнаружили, что они находятся на той же широте, что и Бермудский треугольник, и по совпадению сверхъестественных явлений тоже сопоставимо. С момента открытия в 1970 году этот путь продолжает оставаться загадкой, и никто не может его объяснить, но местные уверены, что это действительно путь к смерти. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.